Видеообращение президенту Российской Федерации Медведеву и премьер-министру Путину. Я очень извиняюсь, я буду читать, потому что я боюсь сбиться, и чтобы не затруднять вашего внимания и не отвлекать. Господа, я, Лазарева Ирина Александровна, увидела сегодня видеообращение майора милиции Алексея Дымовского из УВД города Новороссийска и поражена его смелостью. Я полностью поддерживаю это видеообращение майора Дымовского о беспределе и коррупции, творящейся в Краснодарском крае и в частности в городе Новороссийске. О том, что творится в милиции, прокуратуре и судах города Новороссийска и Краснодарского края, я знаю не понаслышке, я знаю это на своей собственной шкуре. Я родилась в городе Новороссийске и прожила в нем 47 лет. 20 лет я была замужем за Лазарем Юрием Павловичем. Мы имеем совместную дочь Полину, ей 25 лет. 7 лет назад брак распался. По обоюдному устному соглашению недвижимость, приобретенная в браке, дом и дача, а также квартиру, которую мне выделил Новороссцемкомбинат. Я попала под выселение из санитарной зоны цемкомбината. Это было до заключения брака с Лазарем Юрием Павловичем. Так вот, мы решили, что недвижимость должна остаться за мной, с тем, чтобы наследовала наша дочь Полина. Бывший супруг сразу покупает себе дом в Краснодаре после развода, позднее дом в Геленджике, где он и проживал со своей новой молодой супругой и ее дочерью. Мы с Полиной временно проживаем в Австралии, но возвращаться нам уже некуда. Мы с ней стали бомжами. 2 года тому назад бывший муж при помощи нотариуса Еремеевой состряпали заявление следующего содержания. Я, Лазарева Ирина Александровна, отдаю дачу Лазареву Юрию Павловичу. Я, Лазарева Ирина Александровна, отдаю дом Лазареву Юрию Павловичу. Я, Лазарева Ирина Александровна, отдаю квартиру Лазареву Юрию Павловичу. Штамп нотариуса, исправленные даты, ложная регистрация в реестровой книге за непонятными номерами, не моя подпись в регистрационной книге, ложные порядковые номера, отсутствие копий в делах нотариуса. Все. 2 года мои адвокаты пытаются доказать очевидное. Это не документы, это фальсификация. Но Лазарев Юрий Павлович заявил: я купил зампредседателя суда, зампредседателя краевого суда господина Кисляк, и я нахожусь под его защитой. И он правду, он не соврал, он не блефовал. Действительно, все суды показывают, что это так. Мы писали миллион обращений, жалоб, все бесполезно. Происходили невероятные вещи. Срочная замена судей. Пример. В суде Октябрьского района города Новороссийска под танк бросили судью Саблина. Это был его последний рабочий день в Новороссийске. После своего решения он уехал на повышение то ли в Тулу, то ли в Тульскую область. Судью во время заседания несколько раз вызывала секретарь суда. Край на проводе. Он решил так, как ему приказали, и уехал на повышение. А решение судьи уже писал адвокат Лазарева Юрия Павловича господин Гофман. Были решения, принятые в мою пользу, это просто по недосмотру. Но эти решения таинственным образом исчезают из компьютеров краевого суда. Например, решение судьи Зеленского. Это очень долго рассказывать о всех безобразиях в судах. И у меня теперь одна надежда на Страсбург. А еще на вас. Правда, мы писали вам очень много раз, премьеру и вам, господин президент, но ответы всегда одинаковые. Например, мы получили такие ответы. Из Управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан. Подписано консультант Департамента письменных обращений граждан Байкин. Что это находится вне компетенции президента. Президент и его администрация не вправе вмешиваться в деятельность судов и органов прокуратуры. Да, это так, я согласна. В правовом государстве никто не может приказать судье или прокурору, как принимать решения. Но мы, не найдя правды, пытаемся обращаться к вам, как к гаранту Конституции. А мои конституционные права грубо нарушены. Еще один пример. Если несколько заявлений, по которым я стала бомжом, рукописный текст очень-очень похож на мой, Лазарева Ирина Александровна, хотя я их не писала, и там даже подписи моей нет, просто Лазарева Ирина Александровна. А есть подпись нотариуса Еремеевой. Так вот, имеется заявление, где они даже не потрудились
рукописный текст подделать. Может, человек, который подделывает подписи, уехал? Я не знаю. Мне они не доложили. Но печать нотариуса стоит. Правда, на заявлении, которое якобы датировано 2002 годом, печать, которую нотариус получила в 2004 году и которая она пользуется, наверное, и по сегодняшнее время. И это из свидетельств президента Нотариальной палаты Краснодарского края Черновой. Мы ей делали запрос. Уголовное дело было возбуждено с огромным трудом. Это отдельная история. Следователь Аванесян честно провел расследование. Опросил судей, опросил секретаря. И также честно нам сказал, что вынужден дать формулировку «нет состава преступления», потому что он находится под давлением руководства. У меня и моего адвоката Хорошко очень много доказательств фальсификации Лазаревым Еремеева документов, но милиция и прокуратура занимаются вымогательством. В противном случае она пишет отписки. Например, прокуратура пишет, что не может, послушайте, не может возбудить уголовного дела против нотариуса Еремеевой, так как не может изъять реестр для изучения, а без изучения реестра не может возбудить уголовное дело. Как вам такой ответ, господин президент? Мы прошли все ступеньки краевой прокуратуры, но попасть к прокурору края Корженьку мы не можем. Наше очередное письмо у секретаря прокурора края, выйдя из отпуска: господин Коржинник, или Корженек, извините, примите меня, пожалуйста. Я вам расскажу, как следователи прокуратуры и милиции вымогают деньги. Я расскажу, как я находилась на лечении в московской клинике, а мне позвонила из Новороссийска адвокат Оптина и сказала, что я должна срочно бежать из страны, так как Лазарев договорился уже о моем аресте в милиции. Тебя будут ломать жестоко и по беспределу, и ты подпишешь, как миленькая подпишешь все, что тебе дадут. То же самое она повторила моему адвокату. А на следующее утро следователь Сурнаков из новороссийской милиции вместе с Лазаревым взламывают замки, арестовывают ничего не понимающего квартиранта Аксенова. Он ночь проводит в милиции. Ему этого хватило, чтобы он, так сказать, признал свою вину. Не сидеть же мне за сопротивление милиции. Платит штраф и свободен. У нас с адвокатом, я повторяю, накопилась куча доказательств и вопиющих судебных решений. Я не клеветник. Беда в том, что мне просто попался честный, порядочный адвокат. И беда в том, что я никогда не смогу выиграть открытые аукционы в судах, в прокуратуре и милиции Краснодарского края и Новороссийска. Я не потяну. Так что и вступать в аукцион за правосудием мне нечего. Господин президент и господин премьер-министр, прошу вас, помогите, и помогите только в одном, чтобы милиция и прокуратура выполнила свое назначение, свой долг. Майор Дымовской затронул тему коррупции, он знает, что говорит. Прошу вас и мой случай приобщить к расследованию работы судов и милиции и прокуратуры Краснодарского края города Новороссийска. Спасибо за внимание.